Ну что же, 10 часов 47 минут сейчас в Петербурге. Мы начинаем этот эфир чуть раньше. Ну, так бывает, да. Я с удовольствием представляю нашего гостя Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, я приветствую вас, извиняюсь перед зрителями, что я в походном варианте, но в пути сейчас вот через какое-то время должен буду убегать, поэтому немножко пораньше начали. Да уж мы с вами знаете, что проходили. И границу мы с вами проходили, и в машине вместе ездили. Поэтому что уж там. Да, зрителям я сразу скажу, ставьте лайки. Видите, специально для вас, Геннадий Гудков. Даже на такое согласен. Поэтому давайте. С печальных, ну, даже не знаю, как это назвать, событий, но тем не менее, значит, российские медиа говорят о чрезвычайной атаке на Москву, больше 90 дронов прилетело. Известно уже про то, что трое детей пострадали от этой атаки, уже погибло 2 человека, только вот пришло сообщение о втором погибшем. И так далее. У меня к вам вот только один вопрос, это сейчас, что это за сигналы кому, почему сейчас? Раньше такого не было, ну вот масштабного. Ну, это ответ на истерические атаки российских вооруженных сил. Это как раз ответ на то, что там Украина лишает развединформации. Это ответ на массовые бомбардировки Одессы и Кривого Рога и так далее. То есть украинцы показали, что они совершенно не сломлены. Несмотря на то, что сегодня Трамп фактически стал союзником Путина, они показывают, что они не сломлены, что война и игра не закончена, и они будут защищать свою страну, в том числе нанося удары по российскому тылу, по объектам военной и логистической инфраструктуры. Вот, собственно говоря, как это надо воспринимать. Украина не сдается. Здесь Александр нам пишет в личных сообщениях, то есть Трамп у нас союзник Путина и одновременно продлевает против него санкции? Ну, какие санкции он продлевает? Трамп, по большому счету, сегодня не ввел никаких новых санкций. Более того, если уж мы возьмем реальные шаги, то он наложил эмбарго на решение «семерки» создать специальную комиссию по вот так называемому теневому флоту танкерному. То есть, по большому счету, говорить можно одно, а делать совсем другое. По большому счету, мы видим сегодня союзнические действия Трампа, начиная вот с эмбарго на войну против теневых танкеров. Мы видим совершенно прекращение военной помощи, лишение Украины разведывательной и технической информации со спутников, угрозы, которые сейчас привели к конфликту Польши и Соединенных Штатов Америки по Старлинку и многое-многое другое. Я уж не говорю там про безобразный этот скандал, который явно был отрепетирован, отрежиссирован и заранее спрогнозирован. Вот поэтому я имею в виду вот этот конфликт в Белом доме, специально выведенный на экраны всех СМИ, чтобы это было понятно, вот какой нехороший, так сказать, Зеленский, и который не хочет якобы мира. А вот Трамп хочет. И у него есть хороший парень, поддержка там. Хорошего парня зовут Владимир Путин. Вот они вместе сейчас ищут пути к миру. Они, заботятся о людях. О том, чтобы люди не гибли. Но это очень более цинично, так сказать, трудно придумать заявление Трампа, так сказать. Поэтому это ответ на то, что творит администрация Трампа. Это ответ, который называется «Вот Украина не сдается». Поэтому тут, это совершенно понятно, что это ответные действия на все то, что происходит вокруг Украины. Ну и сегодня начинаются, как вы знаете, переговоры, так называемые, первые переговоры американцев с украинцами. Они, наконец-таки, американцы соблагорассудили встретиться и поговорить все-таки, а на каких же условиях может быть заключен мир. До этого им такая мысль в голову не приходила. Они вообще считали, что они сядут там с Володей Путиным, но, может быть, еще позвонят Си Цзиньпину, и быстренько все порешает. Ни Европа, ни Украина, никто им не нужен. Ну вот, видимо, сейчас они понимают, что какие-то вещи в мире неприемлемы, и никакой Трамп не может эти вещи, так сказать, реализовать без оглядки на мир, на Европу, на Украину и так далее. Ну, они вот решили, наконец-таки, пообщаться с украинцами, спросить, а чего же вы хотите, а на что вы готовы? Ну, вот, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хотя я не очень верю этой администрации. Я бы сказал так, что я пока ни на грош не верю этой администрации новой, американской.
Ну, а здесь я хотел сказать нашим зрителям, что у нас как раз идет голосование о том, что могут ли повлиять переговоры США и Украины в Саудовской Аравии, которые проходят как раз действительно, как Геннадий Гудков сказал, именно сегодня они начинаются. В них не принимает участие Владимир Зеленский, хотя он также прибыл в Саудовскую Аравию. Туда же прибыл уже глава делегации Марко Рубио. Мы об этом обязательно поговорим. Я только хотел еще зрителям напомнить, ставьте нам лайки, пожалуйста. Это очень важно для того, чтобы другие люди смогли посмотреть эту трансляцию. Я хотел вас вернуть к событиям в Москве, но тут неожиданный такой ход, и мне кажется, что Мария Захарова проговорилась. Значит, она сказала следующее. Генсекретаря ОБСЕ, находящегося в Москве, везут на место падения беспилотников ВСУ. Вот просто взяли и везут. Зачем это все? Ну, надо все показать, крокодилу слезы пролить. К нам прилетел беспилотник. 3 года нашей агрессии против Украины, наконец-таки мы можем вам показать беспилотник, который куда-то пролетел и во что-то там ударился. Ну, а что ж, Мария Захарова, это же, понимаете, как бы сказать, это не человек. Это сливной бачок, которому поручают озвучивать некоторые вещи. Нужно про Марию Захарову как про какую-то личность забыть. Это просто рупор пропаганды. Вот и все. Ну а там, куда, чего они хотят показать, и какие крокодилы слезы по этому поводу пролить, это же, так сказать, это спектакль. Ну, а у нас же театральность, так сказать, у Трампа. Трамп что сказал после встречи с Зеленским? Это было прекрасное телевизионное шоу. Он во время это сказал. Для него это все шоу, оказывается. Идет война, гибнут люди, совершаются чудовищные преступления, а для Дональда Трампа это всего лишь телевизионное шоу. Ну, чтобы просто вы понимали уровень морали, нравственности вот этих вот союзничков, я имею в виду всяких Путиных, Ким Чен Инов, Ирана, Хамини и так далее и тому подобное. Они теперь еще у нас учения совместные ведут, Китай, Иран и Россия. Ну, много чего делают. Таких вещей, которые подрывают, собственно говоря, веру в, так сказать, адекватное ментальное и психическое состояние американского президента. Здесь у меня еще один к вам вопрос, уже как выходцу из органов, как говорится. Да? Вот эта масштабная атака, понятно, что что-то похожее уже было, но не до такого уровня. Какие-то выводы, вот что в ФСБ сейчас происходит? Можете мне сказать? Что сейчас в ФСБ происходит в связи с чем? В связи с этой атакой? Или они вообще по касательной проходят? Они ФСБ и атака дронов, если мы имеете в виду, это, конечно, разные вещи. Вот что происходит сейчас в Генеральном штабе, этого, если бы мне задали, я мог бы что-то там пофантазировать и предположить. Но я не думаю, что что-то серьезное происходит. Потому что, была атака дронов. Что-то сбили, что-то не сбили. Понятно, что дроны летят в определенные цели там, где они могут нанести максимальный ущерб. Это, скажем, там различные предприятия, которые обеспечивают военный комплекс. Это логистическая инфраструктура, это хранилище топлива и так далее и тому подобное. Понятно, что часть этих дронов сбивается или средствами радиоэлектронной борьбы ослепляется, так если можно выразиться, да, и они там могут попадать куда-то, помимо тех целей, на которые они намечили. Дроны маломощные, они не несут большой заряд, они не рассчитаны на разрушительные какие-то действия, они рассчитаны на точное попадание в цель, которое должно там вызвать соответствующие детонации, пожары и так далее и тому подобное. Поэтому вот, собственно говоря, ФСБ тут вообще ни при чем. ФСБ может только предъявить претензии к военной разведке, что она, дескать, не упустила этот момент, когда там сотни дронов начинают в одну ночь вылетают, так сказать, в направлении различных городов России. Но это вот только эта претензия. А Минобороны, наверное, будет отвечать, что она там обнаружит, как она обнаруживает, как она сбивает, как она ликвидирует последствия и прочее, прочее, прочее. Но еще раз подчеркиваю, дроны, давайте по-честному скажем, если и наносят серьезный ущерб, то в основном энергетической инфраструктуре, снабжающей фронт. В первую очередь. Потому что все остальное крайне сложно с маломощными вот этими зарядами. Сколько там килограмм может нести дрон? Максимум 10. Может быть, 12. А авиабомба несет 500.
а есть бомбы, которые по 1,5 тонны несут разрушительного заряда. Но это совершенно другой, так сказать, калинкор. Любой снаряд, который выпускается из гаубицы, несет намного больше взрывчатые вещества, да еще плюс гигантская кинетическая энергия. Вот вам, пожалуйста. Это оружие поражения инфраструктуры, дроны. Ничего больше. Вот, а тут Минобороны только что сообщила. Оказывается, Герасимова на работе не было, потому что он проверяет ход выполнения задач группировкой войск Курск. Вот и все. Понятно. Да, все. Значит, еще одна тема. Тут у нас много чего наговорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. И вот сейчас я процитирую, что он тут нам сказал. Он сказал, что, оказывается, мало того, что Телеграм – это главный источник информации для россиян, запрещенный в России, да, его ведь запрещали, там, это ладно, это мелочи. Он сказал про то, что не надо расслабляться, потому что в Украине еще очень много оружия, поэтому не надо так вот радоваться планам Трампа по прекращению помощи. Буквально цитата. Как вы на это отреагируете? Да. То есть союзник Трамп пока еще не обескровил Украину, и вполне возможно, что и не обескровит, потому что Европа вздыбится. Вот поэтому, ну что, да, расслабляться рано. Еще никто ничего не знает, еще никакого плана мирного даже у Трампа нет. Мы же это прекрасно понимаем. Что до сегодняшнего дня, до сегодняшнего момента, как вы говорите, там 11 марта 9:47, или сколько у нас сейчас уже, 10 часов. Вот уже 11 по Петербургу. Да, но это вот 11 уже, да, это у меня тут на час меньше. Вот никакого плана на 11 часов дня, 11 марта у Трампа нет. Это просто хотелки. А я вот типа такой крутой, что я сказал, все, так сказать, там испугались, поджали лапки, мелко затрясся у них хвостик, и они, так сказать, преданными собачьими глазами смотрят на меня, ждут дальнейшей команды. Ну вот его послал уже Хамейни, вот туда вслед за русским кораблем. Его послал, по большому счету, Путин. Ну, или послал, или договорился, скорее всего. Вот, его послали в Хамас по этому же адресу. Ну, я думаю, что это не последнее действие. Хуситы его послали примерно туда же. Но я не знаю, есть ли там эти слова в словаре хуситов. Поэтому вот он уже 3 или 4 был послан со своими планами. И все люди показывают, в том числе те, которых он должен был устрашить, что они, в общем-то, не сильно боятся. Он же вот Хамасу объявил последнее вам китайское предупреждение. Если вы нет, и вот немедленно. Ну и что? И сказали, да иди ты. Мы сами тут разберемся. Вот. Но то же самое Хамейни сказал, что знаешь что хочешь, а что с ядерной программой мы как-нибудь без тебя справимся. Вот поэтому никаких переговоров не будет насчет этой ядерной программы, и даже не мечтай. Поэтому у Трампа, кроме вот этих пузырей, так сказать, и прочего, особо-то ничего сильно не получается. Единственное, что, так сказать, они пытаются сломать Зеленского. Это вот, я думаю, что у них в голове сидит вот этот вот план сломать Зеленского, поэтому там они начинают вытаскивать все грязное белье за все эти годы, угрожать ему, вернее, остановить, значит, помощь, лишить разведданных и прервать там все эти коммуникации Starlink. Ну, там в поляки с ним поругались за Starlink. Вы же знаете, да, что там была жесткая перепалка. Да, там была переписка. Переписка, да, с министром обороны Польши, который, в общем-то, которого там Трамп назвал там маленьким человечком. А это Элон Маск был. Элон Маск, да, маленьким человечком. Да, я думаю про одного. Ну, хотя вы знаете, хотя на самом деле, Геннадий Владимирович, давайте признаем, что недалеко они друг от друга. Да, они вообще, так сказать, там абсолютно рядом. Вот. Но тут много сейчас всяких конспирологических версий. Еще одна появилась, что Америка управляет семья Трампа, семья Путина управляет Россией, и они теперь уже договариваются на семейном уровне, поскольку там и Дмитриев этот семейный, и, значит, Дональд Трамп сейчас младший сказал там крайне, так сказать, неприятную вещь, типа вот, что надо было оружие давать не украинцам, а России, а России. Это сказал сын американского президента, что оружие нужно было давать не Украине, а России. Вот вы можете представить уровень цинизма, подлости, который вот у них в головах там.
Это вот надо ухитриться, чтобы вот так вот опустить Америку одной фразой. Ну да, ставьте лайки, это я обращаюсь к нашим зрителям, и поддерживайте канал, потому что мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Все-таки независимая журналистика существует только благодаря вам. Спасибо всем, кто уже нам помогает. Знаете, раз уж вы заговорили про Трампа с Путиным, я тут перед эфиром задал задачу чату GPT, попросил его написать анекдот про Геннадия Гудкова, Путина и Трампа. Анекдот получился. О, как вы меня прям в линейку поставили великих. Ну давайте-то, что там GPT-чат придумал? Геннадий Гудков, Путин и Трамп попали на необитаемый остров. Путин сказал: я тут главный, сейчас построю вертикаль. Трамп ответил: нет, я сделаю этот остров великим. Гудков: а я уплываю. Почему? Куда? Гудков: к людям. Ничего. Ну вот для меня такой анекдот-то крутой, положительный. Надо его где-нибудь записать, сказать. Вот и про меня был анекдот. Я вам пришлю. Да, пришлите мне, пожалуйста. Ну, вообще, действительно, да. Кстати говоря, я во многих своих эфирах говорю, что вы не понимаете, ребят, Путин не человек. Он вытравил себе все человеческое. У него нет ни эмпатии, ни морали, ни нравственности, ни сострадания, ни сопереживания, ни любви, так сказать, ничего. Это просто одна звериная жажда обладать властью и как можно дольше продлять свою жизнь. Так сказать, портя жизни десяткам миллионов людей. Геннадий Владимирович, вы попали в точку в мой следующий вопрос. Серьезно? Мария Воронцова, старшая дочь Владимира Путина, выиграла грант в 30 миллионов рублей по программе финансирования научных лабораторий мирового уровня с проектом о долголетии. Вот. Да нет, это давно я знал. Тогда сейчас расскажите, что вы знаете. Вы будете смеяться. Первый мне об этом рассказал Валерий Соловейнович. Был давно еще, когда мы с ним были в России. Ну, в смысле. И он сказал, что дочке, папе, ну, как так сказать, утешают. Говорят, что нет, папа, ты не умрешь. Сейчас такие возможности и у медицины, и всерьез, так сказать, там идут исследования по поводу продления жизни. И я вам могу сказать, я потом уже узнал дальше. Я был очень удивлен, конечно. Ну, собственно говоря, конечно, человек хочет жить дольше, это понятно, любой. Но я был просто удивлен, что это так все всерьез, там, вплоть до оцифрования. И когда я стал этой темой интересоваться, я совершенно точно узнал, ну, например, что Сбербанк, Греф, серьезно финансировал программу по продлению жизни. Программу по оцифрованию личности и так далее. То есть искусственный интеллект, который может там как-то чего-то. Вот. И это все делалось, грубо говоря, по поручению Путина. То есть, ну, либо по поручению, либо, так сказать, знаете, надо угадать, ведь что хочет вождь, да? Вот. И Сбербанк, например, активно финансировал эти разработки и научные исследования. Сбербанк. Где Сбербанк, где, так сказать, там продление жизни и там оцифрование и так далее и тому подобное. Сбербанк этим занимался. Почему? Там же были деньги, потому что они финансировали, набирали ученых и так далее и тому подобное. И там за этим всем маячили дочери Путина. И он действительно, Путин всерьез решил прожить там до 100 с лишним лет. Он действительно всерьез надеется, что за это время его уникальную и никому не нужную и неповторимую личность оцифрует, и он сможет, так сказать, ожить потом где-нибудь, когда-нибудь, когда будет подобран для его уникального и разрушительного для всей планеты разума какой-то носитель. Это все всерьез. Это вот тут я не знаю. Это вы просто сейчас подтверждаете все то, что я раньше знал. Что исследования продолжаются, и они направлены на продление жизни человека. Знаете, как вот в Советском Союзе. Все для блага человека, все для его, так сказать, там... Говорит, мы, говорит, даже знаем фамилию этого человека. Вот сейчас тоже идут исследования о продлении жизни человека, и мы этого человека с вами знаем по имени, фамилии и отчеству. Поэтому огромные деньги на это тратятся. Да, он хочет жить вечно. Это, кстати говоря, пожалуй, единственный фактор, который... так сказать, убеждает меня в том, что ядерное оружие применено не будет. Потому что ответный удар его уничтожает, а он уничтожаться не хочет никак. Это, вы знаете, здесь, я не знаю, вы читали роман Ивана Филиппова «Мышь» или нет? Это нет, как раз... Нет? Нет. Это как раз про то, как из лаборатории, где разрабатывается вакцина бессмертия для Путина, сбегает мышь. Кусает там человек, и начинается зомби-апокалипсис. Там столько нам знакомых фамилий.
Так что, в общем, если что, я вам пришлю. То есть это роман-сатира, да? Сатирический роман? Ну, если, скажем так, можно назвать сатирой «Расстрел зомби Соловьева», то на улице, где-то там перед Кремлем, то может быть. Роман «Апокалипсис». Да. Нет, не читал, нет. Оруэлла читал. Замятина читал мы. Да, это все читал. Все эти утопии, антиутопии, это я помню хорошо. Да. Вот. Так что, значит, роман называется «Мышь» Ивана Филиппова. Не бледные спирохеты, совсем нет. Вот. Но тем не менее. Еще здесь вот еще один момент, правда, мы чуть в сторону уйдем, но тем не менее. Значит, наши зрители тут проголосовали. 400 голосов пришло. Кстати, 400 голосов-то есть, а лайков только 126. Ну как так? Ну, зажали. Народ что-то зажал. Давайте добьем хотя бы до 200, ну правда. И всего надо тыкнуть пальчиком. Да. И все. И сердечки можно нам посылать. Значит, что нам наголосовали? Про переговоры США и Украины в Саудовской Аравии, про то, что вы говорили. Смогут ли они изменить ход войны? И 47% говорят, что нет. А да, только 28%. Как вы на это отреагируете? Ну, видимо, да. Все-таки народ интуитивно ощущает, что никаких реальных переговоров Соединенных Штатов Америки не хотят, никаких реальных серьезных уступок добиться от Путина они не могут. Видимо, люди на интуитивном уровне это ощущают и выражают вот эту уверенность или вот это понимание процесса в соответствующих процентах голосования. Я согласен с аудиторией, я вынужден согласиться, потому что, в общем-то, понятно, что сегодняшние переговоры, они только вообще будут примерно обозначать, а на каких же условиях должна Украина заключать мир. И я думаю, что это будут условия неприемлемые для всего политического руководства Украины. Это может означать их как самоубийство, так и последующий, так сказать, там, трибунал над ними. Поэтому, скорее всего, нет, не принесут сегодняшние переговоры каких-то плодов. Мы, конечно, ограничены со стороны браурными сообщениями и всякими комментариями, но вряд ли там будет какой-то реальный смысл. Если только просто друг друга они лучше поймут. Что все-таки хочет Трамп? Насколько его готовность помочь Путину, как далеко эта готовность его распространяется в этой ситуации. Вот, скорее всего, так. Угу. Слушайте, я вот сейчас чуть в сторону иду, но тем не менее, я вот уже который раз вижу у нас в чате высказывания такие совершенно антисемитские. Вот как вы думаете, у нас вот народ такой российский, это антисемиты? Нет. Я не знаю, что такое антисемиты. Просто вот они всех ненавидят. Некоторые есть люди, есть определенные слои, которые ненавидят всех. Вне зависимости там. Кавказцы, не кавказцы, чеченцы, не чеченцы, азиаты, не азиаты, евреи, не евреи, они ненавидят всех. Такая пропорция существует всегда в любом народе, там она чуть больше, чуть меньше, в зависимости от степени дебильности определенных масс. Но они присутствуют. А так я не думаю, что у нас сильные какие-то антисемитские, по крайней мере, из того, что я знал в России до отъезда в 2019 году, в середине года, да, я не видел никаких ярых таких антисемитских настроений. Сейчас они могли усилиться, потому что Израиль, по большому счету, ведет ту же самую войну, что ведет и Украина. У них одни враги. Иран, Россия, Северная Корея. К сожалению, там ряд реакционных арабских режимов и террористических организаций, которые нашли друга в лице Путина. Смотрите, что творится. В Москве там весь террористический интернационал. Там не хватает только ИГИЛ. Хамас сидит, Хизбалла сидит, там в Москве представительство имеет. Талибан теперь у нас вообще в почете, даже сняли с них всякие подозрения, что они террористы, хотя они террористы. И кто там еще у нас? Хуситы, да? Вот, считайте, 4 крупнейших террористических группировки в Москве имеют свои представительства, вхожи в Кремль. И ведут там переговоры на самом высоком уровне. И, конечно, используются там. Ну, я уж там не говорю про отдельные структуры, так сказать, там в Сирии, в Ливии и так далее. То есть все они там свели гнездо в Москве. И поэтому, конечно, они являются врагами Израиля, объективно.
Поэтому, может быть, в связи с тем, что Израиль сейчас фактически выступает в едином фронте с Украиной, может быть, там сейчас какой-то увеличился градус антисемизма. Но так, в принципе, нет. Страна адекватная, в общем, по большому счету. Привыкшая к различным национальностям, к различным цвету кожи, там, к различным традициям, обычаям. В общем, по большому счету, в России достаточно большой опыт межнациональных отношений. И уж я не сказал, что там какие-то прям жуткие межнациональные распри существуют, что какая-то ненависть. В целом нормально. Если была нормальная власть, то страна хорошая. Страна хорошая. Власть, богатые. Власть припоганая. Ну, я сейчас даже про богатство не говорю, конечно, сумасшедшие богатые. Даже я, будучи, так сказать, много лет депутатом и человеком, который объективно, так сказать, с юных лет интересовался всей этой экономической географией и прочее. Одних там этих журналов, газет, книг понавыписывал чертову тьму на эту тему. Вот. И как человек не чуждый вот этому. И даже я не предполагал, что настолько чудовищно богатая Россия. Что ее можно разворовывать до бесконечности. Когда все время мы ждали, что сколько вот можно воровать. Нет, оказывается, что можно воровать еще больше. И власть этим занимается последние 20 с лишним лет. Поэтому, да, страна-то нормальная, хорошая, и во многих вопросах толерантная. И вот эта пена, которая сейчас совершает кровавые преступления в Украине, вот эта вот, так сказать, гопота, которая туда отправляется воевать, она не должна сейчас, как бы, так сказать, смущать миллионы людей, что в России нет нормальных граждан. Есть. Ну вот власть припоганая, которая, конечно, испортила страну очень сильно. Я бы не сказал, что вот антисемитизм – это вот такая серьезная болезнь российского общества. Я надеюсь, что этого нет. Ну вот давайте я вам тогда уж цифры некоторые назову. Это я сейчас, пока мы с вами говорили по этой теме. Показатель антисемитизма, по данным некой антидефамационной лиги, это американская организация, которая проводит исследования, в 2019 году составлял 31%, и в 2023 – 26%. А вот после истории с 7 октября и после ответа Израиля достигло 62%. Вот так вот. Я думаю, что пропаганда. Эта пропаганда так показывает. Потому что, на самом деле, вот этот разгул антисемитизма, он был присущ этой волне по всему миру. Почему? Например, вы знаете, что частные университеты Соединенных Штатов Америки получали огромные дотации от арабского мира, от вот этих как раз реакционных государств, которые там превышали все другие источники финансирования. И это было не только в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, вот этот уровень миграции, который сейчас неприемлемо высок для Европы. Я же вижу, что во Франции творится. Я прихожу на рынок, там граждане, в том числе или там соискатели гражданства Франции или уже граждане арабского происхождения. Они понимают, что я же не француз, я с ним по-английски говорю. Вот. Они говорят, ты откуда? Я говорю, долго рассказывать. Но, в общем-то, когда-то жил в Москве, там, Путин, отлично, там, Макрон, там, вот так вот, давить эту Францию, выжимать из нее все соки, мы ее ненавидим. Ну, или там, мы ее там недолюбливаем очень сильно. И вот эти люди, которые нашли здесь кровь, дом, у которых дети, у которых учатся, лечатся и прочее, вот ты думаешь, знаете, сразу вспоминается пословица: сколько волка не корми, он все равно в лес убежит. Как-то вот это вот коробит, так сказать, меня, например, когда я вижу, что люди, обретшие свой, так сказать, нормальный образ жизни здесь, во Франции, намного лучше, чем тот, который они могли бы вести в своих странах. Ну, в общем-то, при этом они еще и ненавидят Францию. Вот это очень печально. Я думаю, что пропаганда работает, и волна вот этой пропаганды, и волна вот этих структур, центров, которые пытались сформировать общественное мнение, обманывая мировое сообщество, они продолжают это делать и сегодня, каждый день, каждую секунду. Оно привело к этой вот волне антисемитизма, в том числе и в России. Это временно, все это уйдет. Да, итак, у нас уже 200 лайков есть, с просмотром больше 3000. Ну, коллеги, давайте больше накидаем, хотя бы до 300, ладно, чтобы была 1/10. И я благодарю Любовь, Марию и Александра за пожертвования. Мы их получили, спасибо. Будем продолжать работать. Будьте как Любовь, Мария, Александр. Вот так вот.
Геннадий Владимирович, у меня еще один вопрос в связи с сегодняшней датой. Я очень не люблю те темы, которые у нас журналисты называют датские темы, но тем не менее, вот когда про годовщины очередные. Сегодня 40 лет с момента прихода Михаила Горбачева к власти. И, в принципе, можно говорить о начале такого другого, помните, как он там говорил, мышления, перестройки и всего остального. У меня к вам вот очень простой на самом деле вопрос. А перестройка – это было хорошо или плохо? Перестройка это было хорошо, потому что она закончилась без гражданской войны. Крах Советского Союза предусматривал, и я говорил об этом, будучи членом партии и сотрудником КГБ, как раз я говорил о том, что Советский Союз обречен, публично и открыто говорил. И будет очень хорошо, если мы обойдемся без гражданской войны. Заслуга Горбачева не только в том, что он начал тогда, когда эту перестройку, когда еще не было антагонистических непримиримых противоречий вооружения населения, это спасло страну от гражданской войны. И он не начал эту гражданскую войну, хотя мог бы, да, и мы видели попытку КЧП также, как только у них появилась возможность устроить гражданскую войну, они это, не задумываясь, пытались сделать. Но я об этом много раз говорил, еще раз повторюсь для той аудитории, может, которая не знает. КГБ СССР отказался в 1991 году стрелять в народ, хотя приказ мы получили. Мы получили приказ стрелять в народ. Нам был выдан боекомплект. Мы должны были Московское управление Альфа, группа Альфа, группа А тогда она была, организовать штурм Белого дома 3 колоннами и так далее и тому подобное. Московское управление выбиралось как пункт фильтрации. Туда свозили всех задержанных, должны были свозить задержанных, арестованных. И была команда открывать огонь на поражение при любом сопротивлении. При любом. Вот, стояли автобусы, которые должны были вывозить личный состав к Белому дому и так далее и тому подобное. То есть, в общем, по большому счету, если бы не соответствующее массовое настроение офицерской среды тогда в КГБ СССР, то все могло быть кончиться гораздо хуже. И все-таки заслуга Горбачева главный, он дал шанс, который мы, к сожалению, просрали. И он избежал, и благодаря его усилиям, страна избежала гражданской войны, спася миллионы жизней, поскольку там, где были противоречия, уже возникли, там войны локальные прокатились. Вспомните там и Ферганскую долину резню, вспомните там конфликт Армении-Азербайджана, вспомните Приднестровье, и войну Грузии, Абхазии и так далее и тому подобное. Там, где были противоречия обострены, там произошли войны. Локальные, которые тоже унесли немало жизней. Но они не затронули в целом страну. Я отношусь к Михаилу Сергеевичу, с которым мы много лет были знакомы, общались, и были прекрасные отношения. Я отношусь к нему положительно. Он очень сильно поменял свои взгляды с тех вот таких умеренно коммунистических на достаточно прогрессивные за то время, пока вот он был свидетелем всех этих перемен в России. Я считаю, что его взгляды были очень прогрессивные, нормальные, адекватные. Но у него был немножечко, так сказать, вот это вот проамериканский империализм до конца как не изжил. Но в целом он был, конечно, позитивным элементом, исторической личностью. И я думаю, что просто, вот знаете, большой видится на расстоянии. Еще не прошло достаточно времени для осознания вот масштабов этих перемен. И то, что сделал Горбачев, пусть он там, может быть, что-то сделал неосознанно, пусть он сделал, может быть, там, на интуиции что-то, но самое главное, что сделал Горбачев, он, так сказать, был инициатором перемен, которые поставили крест на военном коммунизме, на лагерной психологии, на противостояние, которое могло привести к ядерной войне, и ему удалось избежать гражданской масштабной войны в России, в Советском Союзе. Это дорого стоит. Вот это мое такое отношение, оно не поменяется, оно может быть только добавить некоторые какие-то нюансы, краски. И все эти попытки сказать, что там он развалил СССР, первые мои докладные записки сотрудника КГБ молодого о том, что Советский Союз, так сказать, там идет к кризису, они датируются концом 1983 года. А в 1987 году я уже публично, открыто выступал на, правда, таких полузакрытых совещаниях партхозактивов с докладами о том, что Советский Союз, если не будет реформирован с 1987 года, то его ждет крах. Это было объективно.
Советский Союз развалился не потому, что его кто-то развалил, а потому, что он накопил столько противоречий, столько проблем неразрешимых, что он не мог не развалиться. Вопрос только, как он бы развалился. Кровавым способом или более-менее, так сказать, щадящим. К счастью, благодаря Горбачеву он развалился более-менее щадящим образом, Советский Союз, и не произошло масштабной войны. Вот это вот главное. Но война началась потом. И уже, естественно, нет вот этой связи, да, вы думаете, между... Вы имеете в виду, какую войну? А вот это хороший, кстати, вопрос. Я имею в виду, конечно же, чеченскую войну в Украине, грузинскую войну. Чеченская война назревала давно. Она назревала еще с 1989 года. Я еще помню, последние годы работал в КГБ, и мы еще, молодые сотрудники, возмущались тем процессом, который там происходит на Кавказе, остаются без реакции, без ответа, без каких-либо мер. Я даже в ЦК ходил. Там один серьезный генерал был, он просто по семейным, так сказать, каналам мы с ним были знакомы. Он потом занимал очень большую должность в той России. И вот он мне показывал, что действительно не реагирует руководство партий на вот эти все процессы разрушительные. И поэтому, да, вот было время такое, когда мы понимали, что Советский Союз обречен, и это объективный процесс, который идет вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. Да, а здесь я к зрителям хотел обратиться, что мы просим вас не только ставить действительно лайки, но и пишите комментарии, если вы смотрите программу в записи, и нам нужна ваша поддержка. Сейчас мы собрали пока меньше трети необходимых денег, поэтому, пожалуйста, сделайте это, пожалуйста, если вы можете. Тут я сразу скажу, что зрители наши в голосовании с вами согласны. Вы, правда, другой глагол употребили, но у нас вопрос звучал так. Перестройка дала России шанс, который мы не использовали, вы сказали по-другому. И с этим согласен. Я сказал точно. Я просто сказал точно и коротко. Перестройка дала шанс. А знаете, в чем была проблема вот на самом деле? Проблема была в том, что все наши будущие олигархи, или тогда составившие олигархи, получили марксистское образование. Это вот была ключевая проблема. Они думали совершенно искренне, что Маркс прав, и что, значит, экономический базис будет определять политическую надстройку. То есть, если будет частная собственность на землю, если будет частная собственность на финансы, если будет частная собственность на средства производства и так далее и тому подобное, то политическая настройка будет повторять, копировать через некоторое время вот эти тренды, заданные экономическим базисом. Мы разговаривали с очень многими, я лично разговаривал с очень многими олигархами того периода, да, они были совершенно искренне убеждены, они понимают сейчас свою ошибку, они не ожидали, что политическая настройка, об этом Маркс где-то писал в какой-то работе вскользь, она может обладать в определенные исторические моменты огромной автономией. И произошла реставрация. Произошла реставрация, когда экономический базис вроде построен на частной инициативе, на рынке, на других регуляторах, а политическая система, никто ее не создавал, институтов не создавали. Типа оно должно само возникнуть. Оно ни хрена само и не возникло. А после 1993 года, напуганные, так сказать, расстрелом парламента, ельциноиды, вот те, кто, так сказать, я вынужден сказать, они приняли конституцию под царя. Да, тот царь Ельцин не стал превращать страну в диктатуру. Он как бы был авторитарным руководителем. А Путин, посмотрев Конституцию, понял, что страной можно делать все, что угодно. Власть была захвачена в 1993 году. А все то, что происходило с страной, были последствия этого захвата власти. Поэтому вот такая она ситуация на самом деле. И все наши вот эти, большая часть олигархов, людей, которые могли тогда влиять на политику, они понимают, что они совершили ошибку, не занимаясь политическими институтами, а зарабатывая просто деньги, там, перераспределяя, там, приватизируя все, что там могло быть приватизировано и так далее и тому подобное. Они упустили этот момент. Но раз они упустили этот момент, как мы знаем, в физике пустоты не бывает, и эта пустота была заполнена, эта политическая система стала формироваться теми людьми, которые раньше стояли в партийной номенклатуре, с теми же самыми методами, да еще поняли они, что теперь нет никаких сдержек и противовесов воровству, коррупции, раньше хоть идеологические
какие-то ограничения были, и плюс экономически не было частных денег, не было частных банков. А тут воруй, грабь, так сказать, получай взятки в любом размере. Поэтому политическая система, которая возникла в России, она называется просто коррупционно-воровская система. Она вот и определяла долгие десятилетия характер российской внутренней и внешней политики. А когда кончились ресурсы управлять таким образом, придумали войну. Вот она сейчас и идет. Вот настоящую войну. Не ту локальную, которая отражала всполохи различных противоречий, сформировавшихся еще в СССР и в последние годы его существования, а ту настоящую войну, которая сегодня идет, которая угрожает всему миру, в том числе и ядерным финалом. Ну, это мое мнение, никому его не навязываю, но то, что я знаю, то, что видел, то, что чувствовал, то, что помню, и вот у меня сложилась такая картинка в голове, как развивалась, или вернее, как мы просирали вот этот удивительный шанс сделать Россию нормальной, свободной, цивилизованной, демократической и европейской страной. Так, Геннадий Владимирович, я знаю, что скоро я вас должен отпустить. Здесь зрители просто настаивают, чтобы я что-то сказал про Мизулину и Шамана. Я этого говорить не буду, потому что месяц назад мы с вами обсуждали, что у них родится антихрист. Все. Да я вообще считаю, что это, можно, да. Да не надо, ну правда, вот нас важнее, мне кажется, вещь, и поэтому я хотел вопрос... Там, по-моему, на Пугачева наехали в очередной раз. Требуют и объявить иноагентом, еще кем-то. Страна сходит с ума, и маразм – это такая заразная штука, она охватывает все больше и больше слоев населения и людей. Я хочу, чтобы вы ответили одному нашему зрителю, зовут его Андрей. Он написал, что перестройка – это время, когда все, что казалось прочным, рухнуло. Раньше у меня была стабильная жизнь, пишет он, бесплатное образование, медицина и квартира. А потом оказалось нечем кормить детей. Зарплаты задерживали месяцами и так далее. Вот что вы скажете тем людям? Да я очень просто скажу. Хорошая система не разваливается. Вот если есть хорошая система в Швейцарии, она не разваливается, она развивается, совершенствуется. Если демократия, как говорил Черчилль, это отвратительно, но все остальное еще хуже. Вот есть демократия, они не разваливаются, они там модернизируются, да, у них есть свои проблемы, они болеют какими болезнями. Советский Союз рухнул потому, что он был ни на что больше не годен. А то, что лично Андрею там в этом не повезло, это претензии нужны к ЦК КПСС, к старым грибам, которые ничего не понимали, уже ничего не смыслили, и мыслили категориями, так сказать, там, военного коммунизма по всей планете. Они чокнутые были, по большому счету, за редким исключением. Поэтому, это был закономерный исторический процесс, вина за все проблемы людей и миллионов там всяких судеб, она лежит, безусловно, на тоталитарном режиме Советского Союза. Вот это вот то, что должен Андрей понимать. Он должен не винить перемены, а он должен винить тех людей, которые довели страну до краха. А до краха довела коммунистическая идеология, к теории военного коммунизма, постоянной войны и, так сказать, неумение строить экономику. Квартира у него была. Была квартира. Так у кого была, у кого не была. И мы прекрасно знаем, чем это все кончалось. Это просто был уровень гарантированной бедности с очень низким уровнем развития. И за колбасой, так сказать, по 2,20 стояли там очереди гигантские. Это я тоже все хорошо помню. Я еще с того поколения, которое все это помнит. Я понимаю, что вам уже пора идти, только последняя фраза от нашего зрителя, судя по всему, из Киева. А что, сейчас в России сидит не старый гриб? Сейчас дело не... Старые грибы сидят во многих странах. Дело сейчас не в возрасте. Сейчас возрастные границы немножко отодвинулись. Мерц, который пришел в Германию, вполне адекватный, очень серьезный и очень четкий политик. Ему 72. Я про Трампа уже не говорю, с Байденом, да. 72 года Путину. Мы знаем, что в 72 года, по-моему, Жескар д'Эстен стал президентом Франции. Дело не в возрасте. Дело в состоянии мозгов, дело в адекватности восприятия окружающего мира. Человеческий мозг может жить долго,
если он работает нормально. А если у него там в мозгу, так сказать, уже ничего не осталось, кроме какой-то звериной злобы ко всему человечеству, ну, извините, это уже, так сказать, вопросы к системе, которая позволяет этим людям занимать высшие должности в своей стране. Дело не в возрасте, а дело в институтах. Вот то, что не было создано в России за 90-е годы, это институты политической власти. А они оказались основными, ключевыми для стабильного и безаварийного развития страны. Вот и их не создали. И поэтому имеем то, что имеем. А то, что Путин собирается просидеть до 92 как минимум, ну, это я вам могу, так сказать, это не является никаким секретом, это я вам и сегодня его рассказываю. Потому что он считает, что да, поэтому никакие операции преемник, там, приемник, передатчик, там, и все, ничего не будет. Путин будет сидеть там до тех пор, пока он там обещает дочери там, почти вечное бессмертие, так сказать, вечную жизнь. Вот то, что будет с господином Путиным, если мир и мы его вместе, все вместе не остановим и не отправим, так сказать, на свалку истории, как минимум.